Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. Недавно я выводила закваску на капустном рассоле. Меня заинтересовал этот метод, и я решила его проверить, посмотреть, что получится. Вы можете посмотреть этот эксперимент, ссылку оставлю в описании. Но я решила пойти дальше. Мало ли что там забурлило, заквасилось от этого капустного рассола. Я решила испечь на этой новой молодой суточной закваске хлеб. И вот такой он получился. Он маленький, просто потому что я взяла маленькую порцию теста, маленькую порцию муки. Боялась испортить большое количество продуктов, но для теста этого вполне достаточно. Мы видим, что хлеб выглядит в принципе приемлемо. Какой он внутри, я еще не знаю. В самом конце этого видео я его разрежу, и мы с вами посмотрим, какой он внутри. Очень это интересно. Последите за всем экспериментом, а сейчас не забудьте подписаться на мой канал и позвать сюда друзей и знакомых, чтобы домашних пекарей становилось больше. Давайте начинать. В предыдущем видео я вам показала, как я сделала на рассоле капустном закваску. Не скажу, что она суперактивная у меня, но пузыри есть. Я хочу проверить, насколько она поднимет тесто. Возьму муку пшеничную. Буду делать по интуитивному методу, ничего не буду взвешивать. Насыпаю муку. Это многовато, мне кажется. Оп, вот так сделаю. Белый пшеничный. Добавлю горсть пшеничной цельнозерновой, горсть ржаной. Делаем ямку. Насыплю соли, щепотку. В эту ямку налью закваски. Мне кажется, так будет достаточно. Ну а дальше буду подливать воду и замешивать. Специально беру небольшое количество муки, чтобы, если что, не испортить слишком много продуктов, если вдруг не получится. Начинаю замешивать и подливать воду. Такой интуитивный способ, когда мы смотрим на густоту теста прямо в процессе замеса, подливаем воду. Я не знаю, сколько граммов у меня чего. Замешиваю и оцениваю. Вижу, что сухо, снова делаю ямку, снова подливаю воды. И начинаем замешивать всю эту муку. В миске, конечно, удобнее, но именно такой способ использовали многие ваши бабушки, прабабушки, мамы. Моя мама до сих пор месит именно так тесто. Мы не добавляем муку в воду, мы наоборот воду добавляем в муку. Такой небольшой комочек теста. Пожалуй, что он еще плотноват, поэтому самую малость воды внутрь и замешиваем. Первичный замес сделан, сейчас я его оставлю. Можно его накрыть либо мисочкой, либо пленочкой, дать ему полежать минут 30. Накрываю миской, засекаю время. Прошло полчаса, возвращаюсь к моему тесту, смочу немного руки и домешу его до окончательно гладкого состояния. Здесь я сразу добавила соль, решила не заморачиваться с вмешиванием соли. Не буду слишком сильно также пытаться укрепить клейковину, потому что здесь и цельнозерновая мука, и ржаная в составе, поэтому замешу просто до гладкого теста. Промесила буквально минут 5. Тесто совершенно не липкое, гладкое. Оставлю бродить в этой миске. Чуть-чуть масла растительного на миску. К металлическим мискам сильнее прилипает, чем к пластиковым, поэтому масло не помешает. Накрою крышкой. И у меня сейчас 22 градуса. Оставлю его часа на 4 и потом посмотрим. Прошло 4 часа. Давайте посмотрим на тесто. Ну, бродит оно, честно говоря, слабовато, но бродит. Брожение я вижу. И я, наверное, сейчас оставлю его на столе, чтобы оно все-таки у меня хотя бы попыталось выбродить, потому что замедленное брожение. Температура сейчас немножечко подупала, стала 21 градус. Ночью, возможно, будет еще прохладнее. Ну, я оставлю на столе до утра. Сейчас 10 вечера и уже поздно им заниматься. Я вам сказала, что в 10 вечера оставила это тесто. Сейчас 8 утра. Я его еще не открывала и не знаю, что там. Давайте посмотрим. Ого! Выросло оно очень хорошо. Да, кстати, я вчера все-таки побоялась перебродить его при плюс 22, поэтому выставила в более прохладное место при плюс 17, и оно у меня росло. Видите, как прекрасно выросло. И вот я сейчас думаю, наверное, я сделаю из этого формовой хлеб. Сейчас возьму маленькую форму, вот такую форму L11.
Смажу форму топленым маслом, либо универсальной смазкой. Сейчас у меня смазка закончилась. Смазываю просто топленым маслом. Нужно сделать новую порцию смазки. Рецепт смазки от прилипания хлеба к форме у меня есть на канале. Посмотрите, оставлю ссылку в описании. Так, ну давайте посмотрим. Тесто вообще классное. Сейчас я вам покажу. Честно, не ожидала даже такого результата. Есть, конечно, опасения, что оно перебродило, но оно очень кружевное, классное. Так, теста мало совсем, я не рассчитываю, конечно, на какой-то объемный хлеб. Ну ладно, сформую продолговатой заготовкой, как я это обычно делаю. Вот такой получается батончик теста. Укладываю его в форму. Мало теста на форму, получается где-то 1/3 формы. Ну все, оставлю на расстойку. Сейчас поставлю все-таки в 22. Но вообще капустой пахнет. Заметно пахнет капустой. Не знаю, что получится. Сейчас накрою пленкой и поставлю в 22. Засеку время и посмотрю, будет ли оно вообще у меня подниматься. Ну что, момент истины. Растаивался хлеб у меня 4 часа. Вырос больше, чем в 2 раза. Было где-то 1/3. Сейчас 3/4 примерно от формы. То есть примерно в 2,5 раза он вырос. Сейчас буду выпекать на решетке. Температура 230 градусов. На дно духовки поставлю миску с небольшим количеством кипятка. Ну и следом ставлю хлеб, пока он у меня еще не перебродил. Надеюсь, все получится. 15 минут буду печь с паром, потом пар вытаскиваю и допеку до готовности. 35 минут выпечки, 15 минут с паром, 20 минут без. Пока бледноват. Хорошо поднялся, никаких подрывов. Сейчас я его поставлю еще в духовку, чтобы он чуть-чуть зарумянился, еще минут на 5. 5 минут прошло еще, и сейчас внешний вид хлеба, его цвет меня вполне устраивает. Здесь у меня заварен крахмальный кисель, это просто крахмал, заваренный в воде. Смазываю, чтобы корочка была глянцевой. Ну, вообще, очень прилично он выглядит, надо сказать. Разбор того, что у меня получилось, будет попозже, когда остынет хлеб, разрежем, посмотрим. А пока все очень даже неплохо. Ну вот, хлеб у меня остыл, давайте его разрежем. Нестандартное у него было время брожения теста, нестандартное время расстойки. Ну, смотрите, очень достойный ржано-пшеничный хлеб. По-моему, все неплохо. Нюхаю. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь ели вареники с квашеной капустой? Вот я сейчас об этом задумалась. Вареники с квашеной капустой – одно из любимых блюд моего отца. Очень часто мы их раньше готовили. И вы знаете, этот хлеб пахнет ими. То есть это сочетание квашеной капусты и теста. Но квашеная капуста здесь очень где-то далеко. В основном тесто. То есть это какие-то клетки с квашеной капустой. Очень забавный на самом деле запах, но мякиш классный. Смотрите, какой замечательный, да? Я не знаю, кислый он или не кислый, сейчас будем пробовать. Рискуем продегустировать. Это, конечно, очень интересно. Суточная закваска, вы понимаете? Это суточная закваска, она бродила всего лишь сутки, я поставила на ней хлеб. Да, у этого хлеба получилось в 2 раза дольше брожения, в 2 раза дольше расстойка. Вкус все-таки необычный, но хлеб вкусный. Вы знаете, в нем присутствует кислота, но это не та кислота, которая обычно бывает в заквасочном пшеничном хлебе. Это какая-то другая кислота. Я не могу отделаться от ощущения, что это вареники с квашеной капустой. Это очень смешно. Вы знаете, я почему-то совершенно уверена, что такой хлеб очень понравится мужчинам. Очень пикантный вкус. Итак, давайте делать выводы. Первое. Метод выведения закваски на рассоле капустном вполне рабочий. Если вы никогда не делали закваски или она у вас не получается, можно так сделать, чтобы попробовать испечь хлеб на закваске. Это первое. Второе. Стандартные рецепты к этой закваске, скорее всего, не подойдут.
Вот здесь получилось в 2 раза дольше брожения, в 2 раза дольше расстойка. Поэтому, чтобы испечь хлеб, все-таки надо иметь какой-то навык, чтобы суметь наблюдать за тестом, как оно бродит. Ну а так, вполне хороший хлеб. У него тонкие корки, у него ароматный мякиш, у него приятный, интересный, необычный вкус. В общем, меня вообще все устраивает. Мне нравится. Ну, вы поняли. Я люблю эксперименты. Обязательно найдется кто-то, кто напишет, зачем заниматься такой ерундой, чтобы вам и мне было интересно и не скучно жить. Люблю придумывать себе задачи и решать. Если вы такие же, как я, присоединяйтесь, зовите своих друзей и знакомых. Будем с вами печь, испечем еще много всего интересного. Я в этом не сомневаюсь.